В тихом уголке сельской местности, где по утрам только пение птиц нарушало тишину, жила молодая девушка по имени Ольга. Ее семья была простой. Отец, фермер Михаил, и она сама. Они жили скромно, работали на земле, и, казалось, мир был устроен по самым простым и понятным законам. Однако жизнь Ольги круто изменилась в тот день, когда на их дом напали бандиты. Они не знали, кто такой ее отец. Для них он был просто одним из многочисленных сельских жителей, с которыми не стоило связываться. Вечером, когда Михаила не было дома, трое преступников ворвались в дом, требуя денег и ценностей. Они были жестоки и безжалостны, но, несмотря на угрозы, Ольга не выдала ни копейки из запасов. Бандиты связали ее и, забрав все, что смогли, ушли, оставив девушку в полном одиночестве и страхе. Когда Михаил вернулся домой, он застал свою дочь в слезах и в беспомощном состоянии. Она рассказала ему о том, что произошло, и он, казалось, не удивился. Его лицо стало серьезным, а глаза затуманились решимостью. Михаил был не таким, как остальные фермеры. Прежде чем поселиться в этом тихом селе и начать свою жизнь на ферме, он работал в разведке, был сотрудником КГБ. Время, прошедшее с тех пор, лишь приумножило его умение скрытности и внимательности. Он знал, как выследить любого, где бы тот ни был. На следующий день Михаил приступил к делу. Он использовал свои старые связи, своих бывших коллег, теперь работающих в разных структурах. С помощью информации, которую ему удалось собрать, он узнал, что преступники были частью крупной банды, которая действовала в регионе. Они не ожидали, что столкнутся с человеком, который владеет такими навыками. Михаил знал, как они думают, как действуют и что им нужно. Не прошло и нескольких дней, как он уже знал, где искать бандитов. Найдя их следы, Михаил не медлил, он передал информацию в правоохранительные органы и помог организовать операцию. Преступники не успели даже подумать о том, что за их действиями стоит человек с таким опытом. Когда они поняли, что их обнаружили, было уже поздно. Вскоре все трое оказались за решеткой. Ольга, несмотря на пережитый страх и боль, почувствовала облегчение, зная, что ее отец снова доказал, что он человек, с которым не стоит связываться. Михаил вернулся к своей простой жизни фермера, но все в деревне знали, что он не просто мужчина с лопатой в руках. За его плечами стоял опыт, о котором никто не догадывался. А Ольга снова начала верить, что в жизни существуют невидимые нити, которые могут защищать от беды. И хотя она никогда не забудет тот ужасный день, теперь она знала точно, ее отец может защитить ее от всего. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.